Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня мы будем, знаете, что делать? Сажать пион. Весной. Многие скажут, что это неправильно, но я уже третий год сажаю и весной, и осенью, и, честно говоря, большой разницы не заметила. Маленькая радость садовода. Мне пришла посылка. Лилии и пионы. Пионов, правда, только 2 корня, но это все равно здорово. Про лилии я вам сегодня рассказывать не буду. Я их, кстати, заказываю всегда по 5-10 штук, чтобы был красивый букет. Мы их посадим где-то через недельку, они у меня пока в прохладе постоят. А вот пионы ждут не дождутся. Мистер Эд. Про этот пион что я знаю? То, что он будет высотой около метра. Но у меня все пионы выше. Старт дают больше метра. И он пион-хамелеон. Бело-розовый, розовый или кремо-розовый. Все оттенки будут переливаться или цветы вообще не повторяются на кусте. Я приготовила 2 ямы. Симметрично от дорожки. Я вообще люблю симметричные посадки. И специально заказала 2 корня. Приготовила все необходимое. Золу древесных пород. У нас это дуб и ясень. Сажать буду на солнечное место, вот на эту клумбу. Я ее немножко уже расширила, если вы помните зимние наши прогулки. Я показывала, когда возле вот этого барбариса Мария. С другой стороны его еще нету, кустик докупить надо. И 2 шаровидных туй. Про шаровидные туи я вам тоже еще не рассказывала. Яма размером у меня где-то 50 на 50. Земля тут хорошая. Я на эту клумбу 2 года назад заложила сразу землю хорошую. Помощники наши прямо возле штамбовой моей гортензии Пинки-Винки. Эва помогает. Так, значит, вырыли мы яму. Место выбрали солнечное. Про это мы когда-нибудь еще поговорим. Я когда буду все пионы показывать, я вам покажу места, где они растут. Земля рыхлая, рассыпчатая. Добавляю золу прямо в яму. Надо много. Пионы вообще золу любят. Немножко добавляю песка, хотя у меня тут почва суглинок и плодородная перемешана, больше плодородная, конечно, и она хорошо впитывает воду, не застаивается влага. Вы смотрите, какой у вас грунт. Видите, много золы подсыпаю. Яму, конечно, я вырыла что-то огромное. Открываем наш пион, мистер Эд. И смотрим корень. Я вам показываю, что снег еще лежит. У нас сегодня ночью был прямо ураганный ветер и снегопад. А сейчас +2. Все в основном растаяло, и земля относительно рыхлая. Не успела промерзнуть за ночь. Вот такой корешок. У него 3 или даже 4 почки. И 2, 3, 4 корня больших. Почему мы сажаем как можно раньше и прямо в холод? Потому что у пионов, я золой посыпаю корешок, у пионов именно в холодное время года, ранней весной или поздней осенью, закладываются именно всасывающие белые корешки. Надо как можно раньше посадить. В прошлом году я взяла весенние посадки пионы в горшок и убрала в прохладное место, а высадила аж в конце апреля. И, честно говоря, мне этот вариант не понравился.
В этом году будем высаживать сразу в грунт места, которые я определила для пионов, и сравним результаты, как получилось. Прошлогодние, конечно же, не цвели. От этих я цветения тоже, наверное, не жду, но не удивлюсь, если появятся цветы. Заглубили его, видите, положила палочку на уровне верха клумбы, даже немножко выше надо, потому что холмики такие два сделала. Вот почка должна чуть-чуть показаться. Сейчас я опущу камеру, и будет видно, что они только проклюнулись, как наши пионы на других клумбах. Вот так. И по этот уровень надо засыпать землей, грунтом. Яма большая получилась у меня что-то. Сейчас пойду еще земли плодородной принесу. Но, честно говоря, в других местах она у меня еще не оттаяла. Придется, наверное, около теплицы брать или где. Вот такая рыхлая земля. А кое-где у меня прямо там куски даже лежат мерзлые, вон, не разбиваются. Палочка ориентир. Закопали. Ногами ни в коем случае ничем не утрамбовываем. У них вот эти корешки у пионов очень легко ломаются. Вот так рукой только немножко придавили. А потом, когда я замульчирую, я еще хвойным опадом замульчирую. Не говорите, что он подкисляет. Я потом, когда потеплеет, вокруг уберу его. Это сейчас, потому что вон куски прямо земли. Потому что у нас ночью опять минус будет, где-то минус 5, минус 7 даже еще обещали. И сейчас подсыпем еще золой тут вокруг. Так, палочка наша сработала. Надо немножко, как я сказала, еще на холмике. Вода пустоты уберет, и он опустится. Так, ориентир, чтобы собаки не сломали нам эти почки молодые. Вот так подсыпала еще золой, хвойным опадом вокруг. Я сейчас даже сверху накидаю иголочек. И они будут у нас укореняться. Пионы вообще холод любят. Поэтому с посадкой не затягивайте. С другой стороны дорожки лежит второй корешок. Правда, он немножко странненький у нас по внешнему виду. Такой корешок какой-то на что-то похожий. Даже я не знаю на что. Но, кстати говоря, очень удачный. Я вообще вот этими двумя корнями очень довольна. Осенью получила вообще две каких-то малюсеньких почечки. Пионы хорошие, дорогие, а корни слабые. А вот этот красавчик даже, правда, похож на жар-птицу какую-то. Так же само все сделала, песок подсыпала, золу, чуть-чуть на холмик. Строго симметрично я их посадила. Сейчас хвойным опадом укрою. Веточки сосны поставлю, чтобы собаки не бегали. Вот так полью. И все у нас получится. Как зацветут весной. Через 1,5 месяца. Через 2. Кому было интересно, поставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.